болезнь Паркинсона. Мне 57 лет. Болезнь прогрессирует. Принимаю НАКОМ. Есть ли возможность облегчить страдания? Тибетская медицина говорит вот о чем. Она говорит, что следствием появления тремора в человеческом теле является первое заболевание почек, второе заболевание печени и третье переизбыток белковой пищи. Первое, что я вам хотел бы посоветовать: полностью уберите белки из рациона питания, старайтесь уменьшить количество употребления белков. Второе, увеличьте употребление медь содержащих продуктов питания. Каким образом и как необходимо лечить? Первое, продукт с высоким содержанием меди называется в нашей компании алгоцин. Принимайте по чайной ложке на стакан воды или даже на 2 стакана воды, по 1 стакану после приема пищи через час, маленькими глотками по чуть-чуть, так как она, если выпить сразу, не сможет усвоиться, такая медь. Принимайте по чуть-чуть на протяжении дня. Второй препарат Гепакс. 1 столовая ложка на 1 стакан воды, полстакана 2 раза в день. Третий препарат, это препарат Метикс, 1 чайная ложка на стакан воды или полстакана воды, тоже 1-2 раза в день. Уберите белки, также принимайте Амарум, препарат горечи, 1 чайная ложка 2-3 или даже более раз. При этом убирайте по возможности белковую пищу из рациона питания. В случае, если это вызывалось у вас и появление заболевания является следствием невротическим или следствием неврозоподобным, и постоянно происходит вот такое возбуждение, то я рекомендую использовать спрей для носа, который называется окситоцин. Используйте спрей для носа, брызгая 2, 3 или даже 4 раза на протяжении дня в одну и в другую ноздрю. Это успокоит и восстановит вашу нервную систему, улучшит общее самочувствие. Увеличьте количество употребляемых углеводов на ночь. Я рекомендую перед самым сном и засыпанием съедать на кусочек белого хлеба или белого тоста, намазать сливочным маслом натуральным, после чего сверху налить толстым слоем мед. Съедайте это перед самым сном. Если вы это будете, вообще рекомендую употреблять такой хлеб на протяжении дня 3 раза в день. Есть ночное время. Это ночное время 4 часа ночи. А если быть как бы более буквальным, то это 4 часа 50 минут. В случае, если человек в 4 часа 50 минут будет употреблять 1 стакан козьего молока, то именно в это время вот таким образом можно человека вылечить от заболеваний Паркинсона, Альцгеймера. Но опять-таки свежее молоко должно быть от козы, оно не должно быть магазинным, ну и так далее. Ну, это не всегда подходит. Опять-таки хотелось бы сказать несколько слов. Я не являюсь поклонником того, что вы отмените препараты медицинские и перейдете исключительно на использование препаратов компании Тибетская формула. Все-таки пусть будут все-таки препараты медицинские, но дело в том, что очень часто наши доктора, они не до конца понимают, наверное, как питание, как образ жизни может воздействовать на организм человека. Именно поэтому я вышел со своими программами и пытаюсь объяснить, на что стоит обратить внимание в тот момент, когда человек болеет тем или иным заболеванием. Конечно же, вот такие рекомендации, как, допустим, употребление большего количества жиров и углеводов, особенно в ночное время при заболевании Альцгеймера, Паркинсона, как ни странно, еще и при заболеваниях почек, может помочь человеку избавиться от таких неприятных состояний. Сколько это по времени принимать? Принимайте на протяжении 1-2 месяцев, будете в восторге от тех результатов, которые будут. Естественно, если вам врач назначил препараты, там, я не знаю, Абикса, Мамантин, ПКМРС там, или какие-либо другие, обязательно их не отменяйте.